Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня. Уже на этой неделе встречается весна с летом, уже лето. А мне казалось, еще вчера только начало года было. Ну, давайте мы с вами узнаем, каковы подсказки карт. И будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все же получите. У нас обычно с летом всегда связано много более позитивных эмоций, приятных. Солнце где-то и, может быть, больше отдыха или возможности бывать на воздухе, смотря, конечно, зависит все от региона, где вы проживаете, от страны. Но все же лето, оно для всех нас, это лето, оно связано больше с позитивными надеждами и с тем, что мы планируем. Время, когда мы можем себе позволить отдых. Часто отпуска у нас тоже летом. Итак, мы зададим традиционные вопросы, которые обычно мы задаем в наших видео. И первая карта у нас так и будет называться «Что важно знать» или «Каковы приоритеты на эту неделю». Неожиданности или чего не избежать, мои дорогие овны, на неделе. Чему сейчас не время, как видят карты? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Энергия денег. И в личной жизни. Что подскажут карты? Что важно знать? Ух, тут что-то у вас может очень быстро закрутиться. Или коррекция ваших планов. Карта колесница. Отпускай прошлое. Значит, могут быть возможности, которые к вам придут совсем не тем путем, как вы это ожидали. Или для кого-то из вас буквально придется сделать поездку, осуществить для того, чтобы решить тот или иной вопрос в другой местности. На месте разобраться как будто. По этой карте иногда банально проигрываются вопросы, связанные с вашим автомобилем. Но все же это старший аркан, и это чаще именно обстоятельства на нас давлеют. И поэтому я и сказала, что вам придется корректировать планы. И иногда по этой карте сама по себе, знаете, как быстрая смена событий. Или вы узнаете какую-то новость, и вам придется включиться в какой-то вопрос. Может быть, это то, что связано с вашим перемещением, со сменой вашей деятельности или со сменой работы, способы заработка. Опять же, старший аркан. У кого-то и в личной жизни может прибраться. Сами по себе перемены, мои дорогие. Но эта карта в этой колоде достаточно добрая, говорит о нашем успехе и о том, что скучать будет некогда. Это позитивный момент, я думаю, для всех вас. Неожиданности. Может быть, как раз какую-то историю со знаком минус вы можете исправить. Посмотрите, пятерка пентаклей, закрытая дверь. Для кого-то решение финансовых вопросов, которые никак, ну, как знаете, на тормозе что-то стоит. Невозможно продвинуть. Или нужно закрывать какой-то финансовый вопрос, а денег нет. Каким-то образом вы сумеете это решить. По этой карте есть еще и момент, когда холодность в отношениях, когда недопонимание друг друга, в неожиданностях. Может быть, мои дорогие овны, обстоятельства у вас на этой неделе так закрутятся, сложатся, что, с одной стороны, как мне это все надоело, вот какой-то, и ведь это не совсем неожиданность. По пятерке пентаклей мелкая карта, но это всегда недостаток. И просто какой-то недостаток может вами ощущаться, ну, как-то острее. Или если это финансовый вопрос, значит, действительно нужно быстро его закрыть, решить. Уже осталось мало времени, может быть, это касается каких-то важных проплат. И в самый неподходящий момент появляются другие тоже необходимые траты, и вам придется финансово этот вопрос как-то урегулировать. И, может быть, в связи с этим будут связаны согласования ваши, вам куда-то придется отправиться, или буквально найти недостающую сумму и с кем-то договориться. Может быть, эту договоренность сложно будет получить, потому что не совсем по пятерке пентаклей с нами готовы согласиться. Вот это тоже момент. Нужно принять во внимание, когда нам кто-то может сказать «нет». Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Но, тем не менее, король Пентакли может быть конкретно обращаться за помощью
К человеку, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Это могут быть еще и люди наши близкие. И тогда карта просто говорит, тебе близкие не помогут. Вот буквально так. Ваш супруг может не помочь, например. И неважно, какого он знака зодиака, вот на него вы почему-то не можете рассчитывать. Или еще какая-то ситуация, когда придется искать выход из создавшейся ситуации. Нам между тем говорят, что нельзя сказать, что у вас сейчас патовая ситуация вообще, когда нет выхода. Нет. Все же карта говорит больше о том, что достаточно стабильно, по крайней мере для большинства из вас, эта неделя. Но и когда мы себя подвергаем риску какому-то, у вас же впереди карта колесница, вот этому тоже сейчас не время. Или не время, все-таки король Пентаклей у нас великий консерватор, это правда. Так вот, не время консерватизму, не время искать выход из какой-то сложившейся ситуации, пользуясь, точнее, прежними методами. Выход совершенно в какой-то другой плоскости. Вы можете решить вопрос, но каким-то альтернативным путем, мои дорогие овны. Что помогает? А вот разбитое сердце помогает. Заштопанное, точнее, я бы сказала, по этой карте. Тройка мечей – это всегда прежняя ситуация, которая, знаете, для нас была, ну, или неожиданно, или была связана с предательством, или, ну, с какими-то тяжелыми, сложными переживаниями, эмоциями, после которых нам потребовалось время на адаптацию. Мы это как-то перешагнули, тем не менее, но вот сердце, оно осталось заштопанное, шрамы. Это не острое какое-то состояние, это всегда карта прошлого. И именно здесь, вот в этой колоде карт, буквально швы на сердце нам и показаны. Но вот какую-то, когда мы ошибку вторично не повторяем или не пользуемся прежними методами, у нас тогда и получается решить какой-то вопрос. А еще вы в этот период, в эту неделю, мои дорогие овны, вы будете очень осторожны. Вам как раз и не захочется никаких ошибок. Вам не захочется довериться, к примеру, кому-то или поверить обещаниям. Вы больше, или острота момента какого-то вопроса у вас может быть на этой неделе, когда действительно нужно проблему решать быстро. И если люди вам, допустим, говорят, ну я подумаю, для вас это может означать сразу же, как это отказ. Я не буду ничего ждать, потому что какой-то период прежний я уже ожидал или ожидала, это ничем не закончилось. Поэтому нужно надеяться на себя. Если мы говорим в позиции, что вам будет помогать, а какая-то подобная ситуация может повториться, и вы точно будете видеть, как вам правильно поступить. Это правда. Тут могут быть разные ситуации, касаемых, например, личных отношений. Или если мы говорим про работу, значит, на работе какая-то была минусовая ситуация, и вы вторично на какую-то удочку не попадетесь, может быть, в связи с какими-то предложениями, или сумеете вы как-то выйти сухим из воды. По крайней мере, по этой карте мы уже не устраиваем конфронтацию. И нас, с другой стороны, невозможно купить на какую-то лесть, на какие-то комплименты, которые потом вовсе не комплименты, через энное количество времени мы понимаем, была какая-то ловушка. Ведь такое тоже может быть по тройке мечей. Поэтому ваш прежний опыт помогает не пройти еще раз, не повторить какую-то ошибку. Что скрыто, давайте узнаем. А тут правда. Помогает, видимо, не сделать какую-то глупость, не поторопиться или опрометчиво кому-то что-то не пообещать. Скрыт именно какой-то замысел или момент перехода, мои дорогие. Если у вас выпадает карта колесница, что важно знать, и мы говорим сами по себе, как смена быстрое событие или внезапное известие, информация, и тут будет скрыто. Тут будет важно себе не навредить от начала до конца. И вы-то будете где-то настроены тоже в этом же ключе. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Рыцарь Пентаклей. А вот с работой как раз есть возможность определиться. Или вы поймете, для того, чтобы мне исправить свою финансовую ситуацию, для меня нужно определиться, откуда ко мне приходят деньги, или буквально на бумаге составить
тезис-план, как я буду действовать пошагово, потому что рыцарь Пентаклей – это внимание к мелочам всегда. Нет в этот период, в эту неделю чего-то такого, что можно сказать, а это не важно, это само как-то разберется, рассосется. Нет, здесь придется как слушать, что говорят люди, быстро анализировать и отталкиваться от конкретики. Здесь не замечтаешься, и импульс нам тоже не поможет, а именно внимание к деталям. По этой карте вы можете очень хорошую себе стратегию на будущее заложить. И, конечно, здесь у каждого по-своему. Могут быть какие-то перестановки, допустим, по вашему месту службы. И значит, для вас, мои дорогие овны, будет какая-то ниша, когда вовремя замолвить за себя слово или переговорить с руководителем, если вы работаете именно в организации, или как-то себя правильно подать, когда у вас будут открыты новые совершенно перспективы, и это будет также вторично свидетельствовать о большем заработке. У кого-то такая может проиграться ситуация. Или если у вас свой бизнес, свое дело, то тоже что-то по финансам могло стопориться или по непонятным причинам, никак не двигалось. Недостаток все-таки у нас в неожиданностях. И может быть этот недостаток буквально до какого-то дна уже опустился, и уже опустили руки и вы где-то, и думаете, что бы я ни делала или не делала, все равно меня отбрасывает назад, как какая-то сплошная метаморфоза. И вы знаете, все равно вот как-то судьба находит выход все же. Впереди аркан колесница. Тут что-то у вас начинает продвигаться, меняться. Или вы интуитивно, вот вам помогает разбитое сердце. Значит, какую-то ситуацию вы точно анализируете. И сложив воедино все недостающие части, вы найдете какой-то пазл, как решить вашу проблему. И неважно, от чего она будет зависеть, либо от ваших принятых действий. У кого-то это все же у нас пентакли, от дополнительного дохода, от вашей новой какой-то стратегии, тактики поведения, или зарабатывания денег, или общения с руководителем, или решения каких-то вопросов, касаемых бумаг. Нам не говорят, рыцарь Пентаклей, он едет медленно, поэтому нам не говорят, что это будет быстро что-то решено. Поэтому запастись терпением стоит. И еще раз повторюсь, нет импульса, есть внимание к деталям. Но по рыцарю Пентаклей это что-то надежное. Значит, и вы будете больше уделять внимание тому, что лет на 10-20. Эта карта, я ее часто называю марафонский забег. Идет, вот посмотрите, даже нам показано в этой колоде, не едет человек, но он, тем не менее, конь за ним идет, поэтому называется рыцарь. И за ним пентакли, шаг за шагом. То есть вот продуманность ваших действий. И нет спешки, нет импульса и нет повторения ошибки. Нет вот этого заштопанного сердца. Как ни странно, но, видимо, какие-то превратности судьбы нас не только мучают, но еще и учат. Финансы, вот интересно. Решите вы свою проблему по финансам? Значит, как-то либо бизнес, может быть, даже со скрипом пойдет, либо если вы хотите новую должность получить, значит, все же будет у вас этот вариант. Потому что по девятке Пентаклей это карта самодостаточности. От ваших приложенных усилий, правильных именно, в правильной какой-то концепции будет зависеть и заработок. Или деньги конкретно на этой неделе приходят. Уж что бы тут ни было, но то, что вопрос какой-то денежный вы сумеете решить на этой неделе и закрыть, то это точно. И даже если был совсем минус, значит, найдете выход вы, мои дорогие овны, из любого положения. Вы останетесь довольны. По девятке Пентаклей и нам девушка показана. И, кстати, на Пентакле сидит сова. И это, как известно, символ мудрости. Будьте мудры. Будьте внимательны, прозорливы. Любые пентакли не предполагают быстроты какой-то. Или они не предполагают, что мы, как-то вот не просчитали, а на какой-то авось понадеялись. Поэтому все то, что я по рыцарю Пентаклей говорила, вот эта энергетика, она уводит вас от каких-то ошибок. Так и где-то с анализом прежней ситуации помогает не повторить, не обновить пустые надежды, например, на чью-то помощь. Или для вас не упустить важного случая какого-то, а случай, скорее всего, в чем-то для вас будет. Личная жизнь. Правда, у кого-то может быть недостаток или холодность, мы говорим, в отношениях, так тоже трактуется пятерка пентаклей.
И есть какое-то разочарование. 2 пятерки. От разочарования, тем не менее, вы не уходите. Не обязательно это нам про любовь. Хотя у кого-то вот такая апатия может и в личной жизни проиграться. Вы с партнером в эту неделю как-то, либо вы буквально на расстоянии, у кого-то вот эта колесница может говорить по разным причинам. Может быть, вы в командировке или он в командировке. Или когда ваши проекты не поддерживают. Но это мелкая карта, и девушка в этой колоде, посмотрите, так вот лениво ногой дотрагивается до чаши, и вот эти отрицательные эмоции она просто выливает в омут, чтобы окончательно забыть о них. А еще стоят или валяются даже еще 3 чаши, тоже пустые, не имеет это значения. Все самое ценное возле вас. Это вы сами, по сути дела. Поэтому может неделя сопровождаться как и недостатком понимания именно ваших позиций, ваших устремлений, могут не разделять взгляды. У кого-то это недостаток финансов, который вы закроете. Так и есть еще какая-то холодность, которая для вас тоже как-то не говорит о вдохновении. Но это мелкие все карты пятерки, значит, через это где-то нужно пройти, и какой-то вопрос у вас все равно получится решить. Надеюсь на самого себя. Это очень импонирует вам, мои дорогие овны. Но я думаю, что с учетом карты колесница, если мы говорим карта успеха, на какой-то последующий период, я бы добавила от себя, и все-таки у нас что скрыто? Карта нулевая. Дурак или шут. Для кого-то это может быть подсказка, что вы для себя очень правильную траекторию можете избрать на длительный период времени. Лет на 10-20, как по Плутону. Потому что какая-то либо оказия у вас будет на этой неделе, и важно не упустить. Это колесница. Тут надо быстро как-то сориентироваться. И в то же время торопиться-то вы не можете, потому что вот такие двойственные энергии, импульсу не время, нам сказали. Но то, что вы, если сделаете какой-то правильный выбор или используете какую-то ситуацию для себя, для кого-то это может означать совершенно новый жизненный этап, который пока скрыт, вы его еще пока не видите. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.